Добрый день, дорогие друзья. Часто люди задают вопрос, а герудотерапия, лечение пиявками, полезно или вредно? И так бывает. То есть суть герудотерапии в том, что когда мы ставим на кожу пиявочку, она присасывается. Для того, чтобы присосаться и чтобы не возникло тромбообразования, то есть чтобы она могла попить достаточно долго, но обычно они сидят где-то час-полтора до 2 часов, попить нашу кровь, она выпускает в кровь вещество, которое нарушает свертываемость крови – герудин. Вот. То есть вы знаете, что у нас в крови есть тромбоциты. Да? И что в случае повреждения сосудистой стенки, в сосудистой стенке есть факторы свертывания крови. Когда фактор свертывания крови через повреждение вот этой сосудистой стенки выходит в кровь, он склеивает эти тромбоциты. Вот. И, соответственно, возникает тромб. Для чего это делается? А чтобы мы в случае повреждения наших сосудов не истекли кровью. То есть это защитно-адаптационная реакция нашего тела на возможное повреждение наших сосудов. Вот для чего эта система вообще существует. Соответственно, когда пиявка присасывается, она тоже повреждает стенку сосуда. И естественно, что начинают выделяться факторы свертывания крови в кровь. Так вот, герудин, вот это вещество, которое находится в слюне пиявки, которое она выбрасывает в кровь, оно является средством, препаратом, который блокирует факторы свертывания крови. И, соответственно, кровь не свертывается. То есть пока этот герудин находится в нашей крови, он находится где-то порядка 7-8 часов, после того, как вы поставили одну пиявочку. Вот. Соответственно, в это время кровь не свертывается. Вот. И если вы используете пиявку для лечения каких-то для выполнения каких-то проблем, вы эти 7-8 часов у вас место, где пиявка была, постоянно крови. То есть вам нужно менять повязочки марлевые для того, чтобы не истечь кровью. Вот как это все делается. Теперь показания. Сразу говорю, противопоказания к постановке пиявок очень большие. Их гораздо больше, чем показаний. Поэтому не надо мне задавать вопрос, а какие противопоказания. Не поленитесь, залезьте в интернет и прямо забейте в поисковике противопоказания к постановке пиявки. Все. Вам все там подробно опишут. Противопоказаний очень много. А какие показания? Хотите реально понимать, что происходит с вашим телом и как себе помочь без таблеток? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Здесь я делюсь уникальными методами самостоятельного восстановления здоровья. А показанием как раз является именно то, что вот эта пиявка выделяет этот самый герудин. То есть наша кровь перестает свертываться. И, соответственно, в случае, если у нас где-то есть тромбоз какой-то, тромбы образовались где-то, да, или есть повреждение сосудистой стенки, которое способствует тромбообразованию, потому что мы говорили, что оттуда выходят факторы свертывания крови, то тогда, соответственно, это единственное показание для постановки пиявки. Никакого разжижения крови у нас не происходит от герудина. Просто кровь на какое-то время, я говорю, 7-8 часов перестает свертываться. Вот как это все устроено. И это является единственным показанием для герудотерапии. То есть тромбоз или склонность к тромбозу, или риск тромбоза. Да? Например, когда у человека развивается тромбофлебит на фоне варикоза, да, то да, ему можно поставить пиявочку. Или как сейчас во время ковида было эти тромбообразования в сосудах легких, да, для предотвращения этой проблемы и для лечения этой проблемы можно было ставить пиявочку. Но, к сожалению, у нас герудотерапия относится к якобы народным, собственно, действительно народным средствам лечения. И очень много тех, кто занимаются герудотерапией, злоупотребляют. Для чего? Чтобы сделать на этом методе бизнес. В чем проблема? А проблема в том, что для того, чтобы реально убрать тромбоз, вам достаточно одну пиявочку один раз, или, может быть, через неделю еще второй раз повторить. Все, одну, максимум 2 пиявки вам будет достаточно.
Герудотерапевты, к сожалению, у нас ставят там по 30, по 40 пиявок за каждый раз и делают это там через день или раз в неделю, каждую неделю. Вот. Ну, это чистой воды бизнес. Медицинских показаний к такому количеству пиявок не существует. Это чисто вот просто человек, который этим занимается, хочет набить себе карман. Вот, дорогие друзья, чтобы вы понимали, что такое герудотерапия, когда ее надо употреблять, пользоваться ей, когда не надо пользоваться. И, соответственно, что в ней хорошо, что плохо. Благодарю вас, всего доброго и будьте здоровы. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу вам рассказать о том, какое действие на наше тело оказывают пиявки. Всех зрителей канала, которым не безразлично собственное здоровье, хочу пригласить на бесплатный вебинар. Ссылка в описании под этим видео. Дело в том, что последние годы, наверное, даже лет 10 или 15 уже, лечение пиявками вошло в моду. И пиявками у нас лечат все, кому не лень, направо и налево. И ставят не по одной пиявке, а по 5, по 10, по 15 пиявок за раз. И курсами еще это все делают, по 10-15 процедур. Но на самом деле вот такое лечение пиявками – это бизнес и ничего личного. То есть никакой пользы для здоровья, там 10 пиявок одновременно вам не принесут, наоборот, только вред. А какая вообще может быть польза от пиявок? Дело в том, что здесь нужно всегда понимать, что у любого метода лечения есть показания, есть противопоказания. Показания к постановке пиявкам очень узкие. Да? То есть что делает пиявка? Пиявка вводит в нашу кровь свою слюну, которая содержится фермент герудин. Этот герудин является фактором, который блокирует наши факторы свертывания. Вот что он делает, то есть препятствует свертыванию крови. Держится этот герудин в нашей крови после постановки пиявки где-то 7-8 часов. То есть в течение 7-8, чуть не сказал лет, часов у нас кровь не сворачивается. Вот что делает пиявка. Поэтому естественно, что показанием для постановки пиявки является только один фактор – нарушение крови, которые способствуют тромбозу, да, то есть склонность к тромбозу, то есть повреждение, какие-то ситуации, когда повреждается сосудистая стенка, и факторы свертывания крови постоянно выходят в кровь. Вот это и является показанием. То есть, почему? Потому что факторы свертывания крови, то есть склонность к тромбозу у нас появляется, когда в кровь попадают факторы свертывания крови. А факторы свертывания крови находятся в сосудистой стенке. И только, получается, при ее повреждении они могут выходить и вызывать тромбоз. Соответственно, если есть какой-то воспалительный процесс в стенке сосуда, то тогда пиявки оказывают положительный эффект, который препятствует образованию тромбов. Да. Противопоказания к постановке пиявок раз в 20 больше противопоказаний, чем показаний. То есть показания фактически одно. А противопоказаний море. Поэтому, друзья мои, надо здесь всегда понимать, что если у вас действительно есть какое-то воспаление сосудистой стенки, тогда пиявка вам будет показана. Если нет, пожалуйста, не парьтесь и просто так, сломя голову, не бегите ставить себе пиявки. Реально вы очень сильно рискуете навредить собственному телу. Вот что я хотел вам сказать, друзья мои, про пиявок и про то, как ими лечиться. Переходите по ссылке в описании под этим видео, чтобы записаться на бесплатный вебинар, на котором вы узнаете всю правду о болезнях и научитесь самостоятельно с ними справляться. А самых целеустремленных, готовых взять ответственность за свое здоровье в свои собственные руки, я приглашаю в клуб школы здоровья, на котором я научу вас справляться со своими заболеваниями. Если вам было полезно это видео, я прошу вас поставить лайк, потому что тогда и другие люди будут его видеть больше. А также подписывайтесь на канал. Здесь я несколько раз в неделю рассказываю об уникальных методах самостоятельного восстановления своего здоровья.